Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас очередной агрогороскоп на июль месяц 2021 года. И этот агрогороскоп, календарь посвящен делам садоводов. Время московское. Начинается месяц июль с времени перехода Луны из знака Рыбы в знак Овен. И вот уже утром у нас после 4 часов 22 минут начнут действовать энергии Овна, стихии огня. Что можно делать 1, 2 и 3 до 15 часов 28 минут? Можно в Овне собирать урожай, лекарственные травы, кстати, так как это уже больше у нас уже подходит к переходу, и переход Луны из 3 в 4 фазу, то, естественно, лучше собирать корневые части растений лекарственные. Можно обрезать садовые растения, убывающая луна очень хорошо. Дальше можно делать заготовки не только для себя на зиму в свои закрома, но и заготовку сена и дров. Помните, дрова это очень важно на последующую зиму 2021-2022 года. Печки, дрова. И заготовить нужно обязательно все это подготовить к работе. Ну, естественно, сейчас очень актуальны вопросы защиты растений от болезней вредителей. Здесь лучше при сильной жаре, и, естественно, в Овне лучше работать биопрепаратами. В Овне поливы бесполезные. Растения заняты совсем другими делами, но можно поливать. Но нельзя ни в коем случае минеральные удобрения и, естественно, химические фунгициды. А так как поливы не приносят пользу, то и подкормки, естественно, и удобрения не принесут пользу, а наоборот будут обжигать то ли листики, то ли корни. Зато уже 3 июля после 15 часов 28 минут начинается замечательное время Тельца. И будет продолжаться 4 и 5 и даже до утра, ну это раннее утро, до 4 часов 24 минут 6 июля. Так что мы можем сделать 3 уже после 16, 4 и 5 все сутки. Ой, очень много дел. Вы знаете, убывающая луна, замечательное время. Обрезаем садовые растения, безболезненно переносят вот эти прищипочки. Обрезки санитарные, нужные обрезки проводим, и очень хорошо получается. А как хорошо получается нарезка и укоренение черенков, розы, различные декоративные растения, ягодники. Все, что вы хотите, все это в это время нарезается. Если уже готовы одревесневшие части растений, нарезайте черенки и укореняйте, очень хорошо получится. Кстати, в это время я испытала, очень хорошо получается укоренение зеленых отводков винограда, ну и других растений тоже очень хорошо получается. Так что лианы, пожалуйста, отводки, размножайте отводками свои растения любимые. Хорошо в это время, кстати, проводить зеленые прививки. Отлично. Но помните о том, что в любом знаке, в любое время должна быть чистота. Прекрасное время для поливов и подкормок, а также для защиты растений от болезней вредителей любыми препаратами. Но если у вас очень жарко, не рекомендую пользоваться химическими препаратами и минеральными удобрениями. Это губительно влияет на растения. Также можно в это время, если созрел урожай, собирайте, заготавливайте на зиму все, что у вас есть. Ну и, естественно, в это время меня попросили про клубнику сказать. Когда можно укоренять усы клубники, пожалуйста, в это время как раз корни образования очень хорошие, укореняйте клубнику. Итак, мы рассмотрели, видите, даже нет у меня красных надписей вот на этот период, так что используйте, очень хороший период. Далее у нас время уже будет другого знака, то есть Луна будет находиться уже 6 с утра, с 4 часов 24 минут, будет находиться в знаке Близнецы. Здесь будет 7 и 8 до 16 часов 52 минут. Что это значит? Близнецы – стихия воздуха. Можно собирать и сушить лекарственные травы. Так как это уже перед новолунием, очень хорошо собирать корни растений, те, которые вы заготавливаете как лекарственные на зиму. Пожалуйста, очень хороший сейчас период для этого будет, для этих частей растений.
Можно обрезать садовые растения, причем и прищипка, обрезка, все здесь происходит хорошо, это стихия воздуха, быстро заживает ранка. Защищайте растения от вредителей и болезней. Если очень жарко, снова же не советую заниматься химическими препаратами, фунгицидами, ядами. Яды распадаются при высокой температуре и пользы от них нету. А также не советую пользоваться в это время внекорневыми подкормками. Поливать нельзя, и растение тоже страдает от внекорневых подкормок именно в этот период. Близнецы покровительствуют клубники, земляники, так что можете укоренять в заранее увлажненную землю, укореняйте усы клубники. И вот этот период у нас близнецов завершится после обеда, когда Луна перейдет в знак Рак, 16 часов 52 минут. Начинается интенсивное время, когда растения будут пить воду. Здесь можно и подкормки, проводите поливы, очень хорошо. Хотя это время уже гекаты и время новолуния, так как сейчас лето в разгаре. В это время поливайте, подкармливайте. Снова же, если сильная жара, пожалуйста, не используйте химию. И защищайте свои растения биопрепаратами, настоями трав. Не используйте, пожалуйста, в это время содовые растворы или же настои древесной золы. Ну и нельзя обрезать садовые растения в знаке Рак. Хотя это новолуние, но это знак стихии воды, и можно занести инфекции, споры грибковых заболеваний, вирусы. Поэтому, пожалуйста, обойдитесь в это новолуние без обрезок. Можно это было сделать чуть раньше в Тельце, в Близнецах и в Овне. А здесь перерыв для этого агроприема. 11 и 12 июля Луна будет уже находиться растущая в знаке Лев. Что здесь важно знать? Поливы бесполезны, поэтому и подкормки, особенно внекорневые, да и под корень при том периоде, когда Луна занята в знаке Лев другими делами, не принимают ни воду, ни какие-то удобрения не перерабатывают, поэтому не поливаем и не подкармливаем. Зато еще можем использовать этот период для обрезки садовых растений, если не успели. Собираем урожай растений, которые у нас в саду растут, а также делаем заготовки. И лекарственные растения. Здесь можно использовать еще и вершки, и корешки. Ну и защищайте свои растения от вредителей и болезней. В этом периоде знака стихии огня хорошо защищать биопрепаратами, настоями трав. Идем дальше. Очень хороший период, еще один. Это для укоренения черенков. Получается, что у нас уже с 11:31, 13 начинается вот это благодатное время Девы. 14 будет продолжаться и 15 до 17 часов 32 минут. В это время прекрасно нарезаем черенки и укореняем различных растений. Те же розы, актинидию, виноград, можно зеленые отводки винограда укоренять. Очень хорошо получается тоже в Деве. Очень эффективны поливы и подкормки, а также укоренение усов клубники, земляники, а также защита от вредителей и болезней. Но хочу предупредить, хотя это знак корня, но это особый знак. Нельзя в это время обрезать садовые растения. Черенки можете нарезать, но обрезать садовые растения нельзя. А также нельзя собирать урожай для заготовок. Собирайте для того, чтобы съесть. Пожалуйста, это очень хорошо и приветствуется в свежем виде, а на заготовке это не идет. Естественно, не собираем и лекарственные травы, пропускаем. Далее идем. Весы. Весы уже 15 после 17 часов 32 минут нельзя будет поливать растения и подкормки проводить. Это время стихии воздуха. В это время зато можно будет уже 16 и 17. Вот. Можно собирать урожай, также лекарственные различные травы, ягоды, сушить, замораживать, консервировать. Все это приветствуется и прекрасно получится. 17 июля вечером Луна из знака Весы перейдет в знак Скорпиона. Это будет в 21:39. Беру красную рамочку, и этот период Скорпиона будет 18 и 19 июля. Да, хорошо, поливы, подкормки, укоренение усов земляники. Очень хорошо. Но в это время нельзя обрезать садовые растения, нельзя использовать химические различные препараты, минеральные удобрения. Хотя поливы здесь и подкормки приветствуются. Здесь хорошо проводить органикой подкормочки.
Химия обжигает корни, тем более, что во многих регионах в это время будет очень-очень жарко. 20 и 21 растущая луна будет в знаке Стрелец, знак огня. Очень хорошо собирать урожай и делать заготовки на зиму, а также хорошо лекарственные вершки собирать и сушить, лекарственные травы. Но нельзя обрезать садовые растения, нельзя использовать химические препараты, минеральные удобрения, а поливы в это время бесполезны. Поэтому вот без полива подкормки никогда не дают хороший результат. Ну а уже 22, 23, 24 и 25 эти 4 дня – это сожженный путь полнолуния. Этот сожженный путь полнолуния будет проходить в знаке Козерог и Водолей. Что мы можем? Можем собирать урожай, перерабатывать заготовки, можем собирать лекарственные травы. А вот в Козероге можно будет 22 и 23 можно будет поливать и подкармливать растения. А вот уже 24, когда уже Луна будет в Водолее, с 3 часов ночи 13 минут, и 25 нельзя будет в Водолее поливать, естественно, подкармливать. И будьте внимательны, нельзя использовать химию и нельзя обрезать растения. 26, 27 и 28 до 12 часов 58 минут Луна будет в знаке Рыбы. Очень хорошо поливы, подкормки, укоренение усов земляники. Но нельзя обрезать растения и также нельзя использовать химические различные препараты, минеральные удобрения. Хотя поливы очень хорошо и подкормки внекорневые лучше всего в этот период. И почти завершается месяц, но месяц действительно завершается в знаках, когда можно будет собирать урожай, заготовки на зиму делать, собирать лекарственные травы, обрабатывать против болезней и вредителей. Это время Овна 29 и 30. Ну а 30 вечером поздно в 23:08 Луна перейдет в знак Телец. Здесь будет находиться 31. 29 и 30 это время, когда поливы бесполезны. Ну и если сильно жарко, не используем никакие удобрения, подкормочки, потому что без поливов они бесполезны, естественно, только вредят. А уже вечером 30 и 31 мы можем и поливы, и подкормки, и собирать урожай, и обрезать садовые растения, уже бывающая луна, все это прекрасно пройдет. Ну что ж, мы рассмотрели сегодня агрогороскоп на июль месяц, агрогороскоп садовода. 2021 год, время московское. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.